Всем привет. Здравствуйте. Давно не выходил в эфир. Уезжал за границу, поэтому там возможности не было. Вот опять решил появиться. Пока еду, могу ответить на ваши вопросы. У нас сейчас, кстати, идет бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». И сегодня будет интересная тема. Будем говорить про сожительство. Чем сожительство опасно для женщины. Каким образом разрушает и самооценку, и здоровье женщины, и многие-многие другие важные моменты разберем, связанные с этой темой. Поэтому, если у вас есть такое желание, присоединяйтесь. Ссылка на регистрацию есть у меня в верхней части профиля Instagram. Так. Ну и еще пока так немножко приоткрою тайну. У нас на следующей неделе, в пятницу, субботу и воскресенье, будет трехдневный курс, состоящий из 3 вебинаров. Пока даже не буду называть тему, так, интригу такую небольшую. 3 дня будет идти программа, каждый день 2-часовой вебинар. Стоимость курса будет достаточно приемлемой. За все 3 вебинара 1200 рублей. То есть это абсолютно доступные деньги для каждого человека. 1200 рублей за 3 вебинара, которые вам останутся в записи навсегда. Тема будет тоже очень важная и нужная для каждой женщины. Поэтому скоро появится анонс. Если у вас будет такое желание присоединиться и внести изменения в свою жизнь, пожалуйста, милости просим, присоединяйтесь. Как заставить парня немного ревновать или дорожить? Нужно прекратить думать об этом вообще. Как заставить парня ревновать? Не надо никого заставлять ревновать и дорожить. Научитесь дорожить собой. И тогда парень начнет вами дорожить. На то он и парень, что он еще не научился дорожить отношениями. Еще не созрел духом своим, душевно. С парнем сложно строить отношения. С мужчиной не всегда получается у женщины, а с парнем-то тем более. Муж не хочет жить отдельно от мамы. Как быть? Сложная ситуация, конечно. Я понимаю, о чем вы говорите. Таких семей очень много, где мужчина привязан к маме. Во-первых, давайте будем честными и откровенными. Можно, конечно, сказать прямолинейно, так как я люблю это делать, а где-то даже грубовато. Можно оставить его с мамой, пусть живет с мамой. Но это не выход из ситуации. Вы должны понимать, что ваш мужчина именно такой, не потому что он плохой, не потому что он вас не любит, а потому что в отношениях с мамой присутствовали какие-то моменты, где, скорее всего, у него сформировалось чувство долга, может быть, чувство вины. Потому что мама, если тем более она его воспитывала одна, без отца, это вообще катастрофа. Как правило, такие мальчики очень привязаны, уже будучи мужчинами, к своим мамам. Они считают, что они должны им, что они не могут их оставить. Не могут оставить их без своего внимания. То есть происходит такое эмоциональное обслуживание, чувственное обслуживание, угоднические отношения с мамой.
до тех пор, пока мужчина не захочет поменять ситуацию сам, ничего не получится, к сожалению. Ну а так-то вообще отношения строить, вы понимаете, что такие моменты, они все прослеживаются в начале отношений. Когда вы начинаете с мужчиной общаться, вы уже видите, как он, насколько он готов и созрел для отношений. Прошел ли он сепарацию вообще с значимыми фигурами родительскими, с папой, с мамой. Потому что есть мужчины, которые, вы же это видите на стадии ухаживания еще, когда мужчина только ухаживает за вами. И с такими мужчинами опасно строить отношения, в прямом смысле опасно. Начинается такая конкуренция между вами, между его мамой. Конкуренция двух женщин. Но опять же таки, здесь есть нюансы определенные. Вы должны понимать, что она его мама, вы его женщина. И если вы начнете транслировать такую материнскую энергию в отношениях с мужчиной, вы ей проиграете. Потому что вы не можете быть для мужчины мамой, вы можете быть для него женщиной, женой. Так что вот как-то так. Как долго продолжаются ломки после расставания? У всех по-разному. У кого-то они могут продолжаться полгода, у кого-то год, у кого-то 3 месяца. Все индивидуально. Мне ваш курс не помогает, увы. Это вы себе не помогаете. Это вы себе не помогаете. Я очень... Сейчас, секунду. Я очень не люблю вот такие комментарии, высказывания, но и всегда отвечаю на них правдой. То есть я не собираюсь перед кем-то лебезить. Это не курс не помогает. Это вы себе не помогаете. Это вам не хочется ничего поменять в своей жизни. Потому что материал, который дается на курсе, он разжеван до такой степени, что нужно взять и сделать. Это когда вы приходите в магазин, покупаете продукты и готовите еду. А она у вас не получается. Кого нужно обвинить? Продукты или вас? Естественно, вас. Продукты, они нормальные. Из них можно приготовить вкусное блюдо. Но так как вы не умеете, либо не хотите, вы находите крайнюю. Вы находите крайнюю. Это раз. Во-вторых, все мои программы, они не от балды взяты, понимаете? Не от балды. И прежде чем дать продукт людям, он прорабатывается, выстраивается алгоритм подачи информации. И многие-многие другие моменты затрагиваются в написании курсов, программ, лекций. Поэтому, если вы не хотите менять в своей жизни ничего, то и как бы ничего не поможет. То есть, если бы я за вас все сделал, вы бы тоже мне сказали. Увы, мне ничего не помогло. Поэтому это вопрос не ко мне, это вопрос к вам. Научитесь брать ответственность за свою жизнь в собственные руки. И тогда все, что будет происходить вокруг, будет приносить вам пользу. Как относитесь к... Не успел прочитать. Мне вот интересно, гипноз с точки зрения Библии, хорошо или плохо. Ну, давайте мы так с вами будем говорить. Учитывая, что Библию переписывали там неизвестное количество раз, то в самой же Библии можно найти много противоречащих моментов друг другу. Много противоречащих моментов. Это первое.
То есть сравнивать трансовое состояние, гипноз с библейскими учениями вообще нет никакого смысла. Нет никакого смысла. Это раз. Во-вторых, сама по себе молитва, она уже является трансовым состоянием. Понимаете? То есть, когда вы находитесь в состоянии молитвы, это уже транс. Вы уже впадаете в транс. И поэтому здесь спорный момент, конечно. Я не считаю, что есть какие-то противопоказания и противоречия между трансом и Библией. Вот. А если вы хотите поспорить со мной, я хочу вам задать один вопрос. Единственный. Как вы считаете, человек, который употребляет алкоголь, находится в измененном состоянии или не в измененном состоянии? В измененном, правда? То есть в этот момент человек не может адекватно мыслить, он не способен реагировать на происходящее вокруг него абсолютно осознанно. О чем это говорит? Это говорит о том, что и алкоголь в таком случае употреблять нельзя. Потому что он вводит вас в такое же состояние, в котором вы пребываете в трансе. То есть вводит вас в измененное состояние сознания. Поэтому если вот брать Библию и прям четко по ней идти и отслеживать, то кроме того, что вы сейчас обратили внимание там, на гипноз и библейское учение, это все такая мелочь на самом деле. Потому что есть много других моментов, на которые мы не обращаем внимания. Здесь главное не быть фанатиком, понимаете? Не нужно включать вот этот фанатизм. Аффирмации это от лукавого. Гипноз это от лукавого. А вы знаете, сколько людей ежегодно погибает в автокатастрофах? Сколько людей сбивают из-за того, что какой-то придурок пьяный садится за руль? Сколько людей от алкоголизма умирает? Это не от лукавого алкоголь? Давайте будем честными тогда. Поэтому не забивайте себе голову лишней информацией. Не забивайте. Тут все очень... Нужно быть честным с собой в первую очередь. И все будет хорошо. Практику принятия своих недостатков. Что у вас с недостатками? Ну, недостатки есть у всех людей. Здесь никакой практики нет. Я принимаю себя вот такой, какая я есть. Со своими плюсами и минусами. Люблю в себе свои недостатки. Как охарактеризовать мужчину, не дождавшись развода, муж уже живет с другой женщиной? Да никак не охарактеризовать, как вы его охарактеризуете? Причем тут характеристика? Вы поймите, что когда отношения у людей в семье начинают портиться, и эти отношения, над ними никто не работает, то есть бывают такие моменты, когда люди, еще находясь в семье, уже чувствуют себя свободными. И здесь дело не в формальностях, да, ты можно обвинить там кого угодно. Вот ты еще даже не развелся. Эта печать в паспорте, она в любом случае там на чувства никаким образом не влияет на ваше. Если уже было принято решение расходиться. Никак не характеризует. Давайте будем честными. Вы хотите быть счастливой женщиной. И ваш мужчина хочет быть счастлив. Все. Все. Каждый идет к этому состоянию так, как умеет.
Так, по поводу того, что у вас началась бессонница, пропал аппетит, на курсе «Я трансформация». Ну, здесь давайте мы не будем это обсуждать. Напишите либо мне в личные сообщения, можете в директ написать, либо кому-то из девочкам, из психологов на курсе. Но это нормальное состояние, сразу хочу сказать. Не бойтесь этого. Это временное явление. Этого не нужно опасаться. Живу с человеком, который руки распускает ко мне. Ну и что? И что дальше? Не живите с человеком, который к вам распускает руки. Все. Запомните это раз и навсегда. Если ваш мужчина вас бьет, он вас будет бить всегда. Никаким образом вы с ним не договоритесь. Он будет вас бить все время. Поэтому вы для себя примите решение. Я готова быть в таких отношениях, где меня будут бить всю мою жизнь. Или нет. И больше у вас не будет никаких вопросов ко мне. Либо я живу с таким человеком, либо я с ним не живу. С парнем почти год. Как настоять жить вместе? Никак, ни в коем случае. Вот сегодня у нас будет тема про сожительство. Про сожительство в 20:00. Как в смысле настоять на том, чтобы жить вместе? И даже не соглашайтесь ни на какое сожительство. Это противопоказано. Это противопоказано. Как начнется сожительство, так вы в нем и останетесь. Год – это достаточный период для того, чтобы создать семью. Год вообще просто идеальная цифра, чтобы мужчина принял решение, готов я дальше с этой женщиной быть или нет. Так же, как для женщин. Вы уже узнали друг друга с разных сторон, в разных обстоятельствах. Увидели как хорошие качества, так и не очень. Познакомились с недостатками. Увидели, как мужчина себя ведет в стрессовых ситуациях. Насколько он ответственный. Насколько он человек своего слова. Ну, это уже, в принципе, вся информация собрана, которая вам необходима. Дальше что нужно сделать? Дальше нужно принимать решение. Какое? Создавать семью или не создавать семью. Потому что если вы ее не создадите сейчас, а пойдете в сожительство, этим дело все и закончится. Сожительство — это значит сдать себя в аренду. Если вы хотите сдать себя в аренду, ну, пожалуйста, сдавайте. Мужчина, если бьет девушку, в других отношениях тоже будет бить девушку. Ну, скорее всего. Так. За год не узнаешь. Я уже 6 лет живу и до сих пор не знаю его полностью. Так вы его никогда и не узнаете. Потому что 6 лет просто так жить с мужчиной, это значит находиться 6 лет в безответственных отношениях. Вы будете всю жизнь узнавать друг друга вот так. 6 лет в сожительстве — это катастрофа. Это катастрофа. Развожусь с мужем из-за прилюдных унижений. Можно простить, за глаза тоже обсуждать. Я не знаю, что там у вас происходит. Вот. Что там за унижение? Если вам плохо, и вы так чувствуете, значит, все правильно делаете. Так.
10 лет прожили вместе, в один миг он стал чужим. Развелись, посыпались проблемы. Что делать? Я не знаю, о чем вы говорите, правда. Не понимаю, о каких проблемах, что там посыпалось. Волгоград пока не знаю, но возможно и приеду как-нибудь. Ну, знаете, вот мы с вами можем много обсуждать. Бытовуха, не бытовуха, проблемы, съехаться, не съехаться. Почему вы задаете вопросы, и такое ощущение, что если я дам на него какой-то ответ, вы возьмете так и сделаете? Нет. Нет и еще раз нет. Задайте себе один вопрос. Мне хорошо или нехорошо? Ну, вы когда садитесь кушать, едите и вам не нравится, вы продолжаете есть? Нет, не продолжаете. Мне хорошо с мужчиной или мне плохо с мужчиной? Я пытаюсь наладить отношения, он не пытается наладить отношения. Прислушивайтесь к своим чувствам, отключайте голову. Мой муж не работает, как заставить работать? Ну, вам прямо сказать, перестаньте спать с ним, перестаньте тратить на него свои деньги. Составьте список всего необходимого, того, в чем вы нуждаетесь, своих потребностей, и удовлетворяйте свои потребности. А то, что останется, ну, ешьте, значит, гречку, сидите сухую. Муж не работает, он в поисках себя находится уже несколько лет. Но это же ваш выбор, с таким мужчиной находиться в отношениях. Значит, в этом есть какая-то вторичная выгода. Вы чувствуете себя более значимой в таких отношениях. Так. Если мужчина показывает откровенную смс от девушки своим друзьям, это означает, что он серьезно... Не понимаю, о чем вы говорите. Какие откровенные смс? Это значит, что он дурак. Если это вы, он там делится откровенными какими-то интимными смс-ками со своими друзьями. Не знаю, что там у него в голове. После 30 лет страданий, в 48 лет есть будущее. Ну, есть, если вы пишете, утверждаете, значит есть. Добрый вечер. Тут все пишут про совместную жизнь, про развод и так далее. Я хотел спросить, как пережить смерть мужа. Совсем недавно это произошло. Я чувствую себя одинокой и больше не хочу ни с кем быть. А сейчас и не нужно думать о том, с кем вы будете, а с кем вы не будете. Ушел из жизни близкий и родной вам человек. Такой период, когда любые слова утешения, они не способны залечить вашу рану душевную и сердечную. Это ваши чувства, это ваша душа. То есть я со стороны, например, могу только свои соболезнования вам высказать и только предположить, что это, я даже не понимаю, какие-то ощущения проживает человек в такой период. Это, конечно, больно, это страшно. Здесь очень важно не бояться просить поддержки у своих близких.
То есть ваши родственники, ваши друзья, ваши знакомые, это семья может быть ваша. Не бойтесь этого. Да, вот очень часто женщины уходят в себя и тоскуют в одиночестве. Поэтому вы прямо говорите своим близким о том, что мне нужна ваша поддержка, мне нужны слова утешения, мне нужна ваша забота, я нуждаюсь в вашем внимании. Просите этого, просите. И здесь, конечно, только время. Пройдет какое-то время, это постепенно все осознается, примется, прогорюется. Боюсь создавать отношения с иностранцем, хотя нравится тем, что симпатичный, умный, внимательный. Не представляю, как смогла бы приехать в другую страну. У мужчины 2 детей, живут с мамой, но он материально помогает. Боюсь, что будет тяжело материально в дальнейшем. Ему жена изменяла. Сколько много баб и как мало женщин. Читаю и просто в шоке. Молодец, Марк, умеете по ушам ездить, так держать. Ну, Евгений, я не знаю, кто здесь по ушам кому ездит. Вот. И бабами женщин делают кто? Мужчины, правда? И здесь уже от нас с вами зависит, станет ли женщина в наших руках бабой, или все-таки будет продолжать быть женщиной. Это первый момент. Я единственное, в чем могу согласиться, даже не согласиться, а по поводу вашего комментария, Евгений. Я согласен с тем, что есть женщины, не готовые к отношениям с мужчиной. Это факт. Это факт. И какого бы мужика им ни дали, хорошего, достойного, ответственного, порядочного, вот есть категория женщин, которые просто не созданы для отношений. Они не понимают, как это. Они созданы для отношений, но опыт их жизненный, модель отношений в семье научили их обратному. Они не хотят над собой работать. Вот с этим я, конечно, соглашусь. То есть я ни в коем случае несмотря на то, что у меня здесь большая часть аудитории это женщины, я, конечно, часто говорю о том, что нужно держаться подальше от разного рода дебилов и недостойных мужиков, а я от этих слов никогда не откажусь. Но здесь же все уравновешено. Каждой твари по паре. Вот каков человек, такого человека мы к себе и притягиваем. Зачем обманывать себя? Не нужно обманывать, там, лицемерить. Мне не повезло. Да нет, мне не повезло. Я просто сформирован под такую женщину, а женщина сформирована под другого мужчину. И вот этот психотип людей мы к себе притягиваем. Марк, а вы кто? Советы раздаете на глупые вопросы. Неужели кому-то помогает? Ладно, вопросов больше не имею. Ну, Евгений, я все-таки не буду с вами вступать в какие-то споры. Вот, кто что там говорит и слышит. Возможно, вас это удивит. Я вот сейчас к Евгению обращаюсь. Но все, что я здесь говорю в эфирах, я живу по этим принципам. Так, на секундочку. И в отношениях со своей женщиной стараюсь быть таким, как говорю здесь в эфирах. Да, у меня что-то может не получаться. Я не идеальный человек. Не идеальный.
Но вам, Евгений, могу сказать, что и мой, и ваш успех как мужчин, он на 80% зависит от того, как мы относимся к своим женщинам. На 80%. Что многие мужчины в отношениях неуважительно относятся к своим женщинам и задаются вопросом, почему у меня в жизни ничего не складывается, почему у меня в жизни ничего не получается, нет финансового роста, нет карьерного роста, не могу найти себя. Ответ очень простой. Вселенная и Господь Бог каждому мужчине дают прекрасную возможность применить свои управленческие навыки, свою мужественность, свою ответственность, свои волевые качества рядом с женщиной. Потому что рядом с женщиной, как только мужчина начинает любить ее, заботиться о ней, оберегать ее, быть человеком слова, создавать условия, в которых она растет и развивается, женщина начинает окружать эти отношения своей энергией. Эта энергия дает нам, мужчинам, очень мощный толчок для роста. Для роста во всех направлениях жизни. И в работе, и в развитии, и во всех остальных. Здесь ситуация очень простая. Мальчики, мы с вами работаем, живем и растем на женской энергии. Почему? Папы целыми днями на работе, мальчики возле мам находятся. Понимаете? Мальчики возле мам. И на материнской энергии мальчик растет. Так часто бывает, что мальчики привыкают к этому состоянию, переходят во взрослую жизнь, пытаясь найти там материнскую энергию. Но это ошибочное такое мнение, ошибочные действия. Но когда мы переключаемся с материнской энергии на женскую, тогда у мужчины и правильно переключаемся, тогда у мужчины начинается рост. Поэтому, когда мне мужчины задают, что нужно сделать для того, чтобы стать успешным, нужно начинать с главного, с отношения к своей женщине. Все. И тогда рост обеспечен во всем и везде. До тех пор, пока вы к своей женщине относитесь неуважительно, делайте, что хотите. Ничего не получится. Потому что женщина, которую обижает, бессознательно такую энергию отправляет мужчине, что он потом начинает разрушаться. Так. Ну, что можно сказать о мужчине, который окружает себя влюбленными девочками, не разбивая ни с кем серьезных отношений, как будто живет этим и питается их вниманием? Что можно сказать? Самовлюбленный нарцисс, например, может, это предположение. Не нарцисс, а, возможно, человек с нарциссическим расстройством личности. Раз. Уходящий от своих комплексов, уходящий от своих детских психотравм. Такое может быть вполне. Ладно, я вынужден на сегодня прервать эфир, потому что мне уже нужно бежать. Если получится, я завтра выйду. Всем хорошего вечера, и в 20:00 у нас начинается вебинар по поводу сожительства. Ссылка на регистрацию находится в верхней части профиля Instagram. Всем пока-пока.